Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. Александр, заядлый рыбак, едва дождавшись выходных, отправился на любимое озеро в горах. Встав на рассвете, он упаковал свое снаряжение: удочки, наживку и небольшой запас провизии. Путь до озера занимал около часа, но тишина и красота природы, вставшей с ранними лучами солнца, обещали стать достойной наградой. Добравшись до места, Александр спустил лодку на воду. Небольшое тихое озеро, окруженное вековыми лесами, отражало чистое, без единого облака, небо. Мужчина выбрал точку недалеко от утеса, где, по его сведениям, водилась самая крупная рыба, и закинул удочку. Часы пролетели незаметно. Поклевка следовала за поклевкой, и каждый раз чувство азартной радости охватывало Александра. Погрузившись в процесс, он наслаждался каждым мгновением, когда внезапно услышал странные звуки. Они доносились со стороны леса, и сначала мужчина принял их за шуршание ветра или крики птиц, но вскоре понял, что это скорее плач или стон. С интересом и немного встревоженный, Александр направил лодку в ту сторону. Приближаясь к берегу, он увидел, что происходило. В воде, недалеко от него, барахтался медвежонок, который изо всех сил пытался оставаться на плаву. Очевидно, малыш случайно оказался на слишком глубоком месте, выбежав из леса. Не раздумывая ни секунды, мужчина направил лодку ближе к медвежонку. Александр понимал, что хоть медвежонок и мал, в его глазах он был не меньшим живым существом, чем любой человек. А учитывая его слабые силы, долго на воде малыш не продержится. Когда мужчина подгреб достаточно близко, он протянул свои руки, схватил малыша и вытащил мокрого, дрожащего медвежонка в лодку. Медвежонок, вымотанный и перепуганный, сел в дальний уголок лодки, глядя на мужчину с недоверием, но и с некоторой благодарностью. Александр в ответ только тихо улыбнулся и прокомментировал: «Спокойно, дружок, мы уже почти на берегу». Достав медвежонка на сушу, Александр с облегчением наблюдал, как малыш, немного приходя в себя, встал на ноги и, оправившись, двинулся обратно в сторону леса. Мужчина, проверив, что все в порядке, остался сидеть на берегу, еще пару минут поглядывая в ту сторону, пока медвежонок не исчез в гуще леса. Почувствовав удовлетворение и легкую гордость от своего поступка, Александр вернулся к рыбалке, но с мыслями, которые теперь унеслись в другие дали. На следующий день, рассказывая друзьям и близким о своих воскресных приключениях, он улыбался, ведь сделал что-то хорошее не только для себя. И, возможно, где-то там, в лесу, медвежонок уже гулял с согревшейся от солнца шерсткой, благодаря тому незнакомцу на лодке, который подарил ему второй шанс на жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.